Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Виктор Ферман, а это лунный гороскоп на ближайшие несколько дней. 15, 16 и 17 февраля. Луна окажется в знаке зодиака Весы, а это воздушный знак, это знак общения, коммуникации, хорошего настроения. Поэтому запасайтесь, дорогие мои, какими-то планами, где нужно будет с кем-то договориться, с кем-то встретиться. Если у вас намечены какие-то собеседования или переговоры, то они должны пройти хорошо в этот период. Заранее проговорюсь о том, что лунный гороскоп — это не гороскоп про события, потому что некоторые зрители ждут, что же их поджидает в ближайшие дни. Нет, лунный гороскоп про энергетику дня или дней, в каких сферах будет больше энергии, как мы можем себя проявить, что мы можем почувствовать, куда мы можем устремить свое внимание или закончить какие-то важные дела. Поэтому лунный гороскоп, еще раз повторюсь, не про события, а про энергетику. Куда мы можем обратить свое внимание и сфокусировать его. Поэтому, дорогие мои, наливайте вкусный чай или кофе, подписывайтесь на канал. Кстати, я есть и на Ютубе, и на Рутюбе. Ссылка под этим видео. Ну и, конечно, ставьте лайк и пишите комментарии. Мы начинаем. Овны, дорогие мои, Луна будет в вашем 7-м доме гороскопа. Эти 3 дня лучше уделить внимание на сферу, связанную с отношениями, с браком, с вашим партнером. Если есть какие-то недомолвки, недопонимания, либо ситуация неразрешенная, вот как раз в эти 3 дня вы можете наконец-то поставить в чем-то точку. В какой-то проблеме, в какой-то задаче с партнером. Может быть, вы планировали какую-то поездку или какое-то мероприятие и не могли договориться о чем-то. Вот в эти 3 дня вы сможете наконец-то поставить точки над «и», выйти на какую-то дипломатию. Потому что когда Луна в знаке зодиака Весы, важно слышать, слушать, ну и самим тоже проявлять инициативу. Затем, 7-й дом — это дом собеседований, дом интервью. Это хороший период для того, чтобы ездить и устраиваться на работу, рекламировать себя. Потому что Луна в Весах — это разговоры, это легкость в информации, в передаче информации и в получении информации. То есть вы быстро будете схватывать на лету информацию, на собеседовании в том числе. Поэтому дерзайте, если вы в поисках работы. Еще 7-й дом символизирует у нас суды, судебные процессы. Может быть, вы сможете с кем-то договориться до того, как пойдете в суд, или до того, как вы будете писать какое-то заявление. Еще этот период подходит для того, чтобы посещать театры, выставки, галереи, какое-то приятное место, где красиво, и хорошо и приятно. 7-й дом за это отвечает, да и Луна в Весах будет как-то, знаете, двигать вас в этом направлении, что все, нужно что-то посетить, нужно куда-то выбраться, и даже вместе с партнером в том числе. Если вы одинокий представитель знака зодиака Овен, то эти 3 дня идеально подходят для знакомств. И причем знакомства эти могут появиться среди вот какой-то такой красоты в галерее, в библиотеке, в музее, на концерте, в кинотеатре. Вы можете с кем-то познакомиться. Так что дерзайте, держу за вас кулачки. Тельцы, 6-й дом гороскопа будет очень активный в эти 3 дня. Это здоровье, это лечение. Нужно обратить на это внимание будет 15, 16 и 17 числа. Если что-то беспокоит, не сидите и не ждите, когда само пройдет. Лучше обратиться к специалистам, потому что Луна в Весах — это переживания внутренние касательно нашего состояния. То есть что-то может беспокоить, и вы можете откладывать. Вот это вот. Да, болит, да и ладно, вот как-то так. Поэтому в течение этих 3 дней лучше все-таки сходить на консультацию. Вы можете попасть к хорошему врачу, или вы можете получить хорошую консультацию. Что происходит, что не так, это тоже может так проиграться. 6-й дом символизирует у нас еще прямые обязанности на работе, поэтому кто-то из тельцов захочет, чтобы ваши успехи заметили ваши коллеги или ваше руководство. Вот это вот, знаете, похвалу вы будете ожидать в эти 3 дня. Хорошее время для того, чтобы завести домашнего животного, если вы планировали собачку или кошечку или черепашку. И хорошее время еще для ремонта, ремонтных работ. Вы можете что-то приобрести в дом, что-то красивое, что-то для интерьера. Вот прям найдете то, что нужно в эти 3 дня. Желаю вам удачи, дорогие мои.
Близнецы, пятый дом будет очень активный. Пятый дом — это все, что связано с творчеством, с хобби. Это хорошее время для того, чтобы договариваться о каких-то творческих проектах, чтобы подписывать какие-то документы касательно творчества. Может быть, вы будете в каком-то мероприятии творческом участвовать. И в эти 3 дня вы прям найдете свое место под солнцем. Хорошее время, чтобы начинать какие-то еще творческие проекты. Еще пятый дом у нас символизирует любовь, флирты, романы, поэтому если вы свободный представитель знака зодиака Близнецы, это хороший период для знакомств. Вы можете завести новый роман или позвонить своему бывшему партнеру, спросить, как дела, пойдем пить кофе, и провести хороший день, хороший вечер. Это время для того, чтобы пойти на примирение, тоже подходит. И прощать человека за его какие-то косяки, ошибки, тоже это время подходит. Пятый дом еще символизирует, конечно, детей, поэтому, может, вы будете больше с ними контакт находить, общаться, если они уже взрослые. Эти 3 дня потребуют от вас какой-то выдержки даже, но решительность будет слабеть, когда Луна в весах, поэтому если дети ваши будут от вас требовать какого-то решения, возможно, вы будете что-то откладывать на потом. Если они еще маленькие, то это хорошее время для того, чтобы с ними посетить что-то красивое. Не знаю, там, сходить в парк, или, не знаю, на какое-то мероприятие тоже. Это хороший для этого период. Если детей нет, возможно, разговоры на тему детей в течение этих 3 дней будут либо вас доставать, дорогие близнецы, либо вот как-то витать вокруг вас. Будьте бдительны. Раки. 4-й дом гороскопа будет очень активный с 15 по 17 число. 4-й дом — это ваше жилье, поэтому здесь хороший период для того, чтобы что-то покупать в дом. Новую мебель, новую технику, предметы интерьера, что-то менять в квартире, затеивать ремонт, перестановки, все вообще, все, что касается вашего жилья, вы можете вот там какую-то модернизацию произвести в течение этих нескольких дней. Вот со вкусом что-то будет резонировать с вашим. Да вот какие обои? Да вот зеленые или желтые? Вы скажете желтые, и действительно они будут смотреться. То есть вы не будете жалеть потом о том, что сделали. Затем 4-й дом — это дом, который отвечает за маму, за мачеху, за сестру, за тетю, за бабушку, за родственника женского пола. Поэтому с ними, возможно, вы будете общаться на тему, связанную с недвижимостью, или решать какие-то вопросы. Это хороший для этого период. Или идти на примирение, если вы с кем-то в ссоре из родственников. Это хорошее для этого время тоже. Еще 4-й дом символизирует у нас отчий дом, там, где вы провели детство. Вас может какая-то ностальгия захлестнуть, или вы будете планировать поездку домой к родителям, к родственникам. Этот период подходит для таких поездок. Ну и стремление к контактам, к развлечениям, опять же, да? Луна в весах — это общение. Поэтому общение в основном будет на какие-то домашние дела, на какие-то домашние сферы жизни. Либо, опять же, да, чаще будете встречаться с родственниками, общаться будете с родственниками больше, чем с друзьями в этот период. Желаю вам удачи, дорогие мои. Львы, 3-й дом гороскопа будет активный, а 3-й дом отвечает у нас за обучение. Поэтому, возможно, вы захотите обучиться чему-то новому, какой-то курс пройти, участвовать в каком-то семинаре, или просто посмотреть рецепты в интернете, как готовить лазанью и приготовить ее. То есть вот что-то новенькое такое. Если хотите что-то изучить, то, пожалуйста, эти 3 дня отдельно для этого подходят, информация будет быстро усваиваться. Или вы найдете то, что ищете, информацию. 3-й дом связан с поездками, поэтому хорошее время планировать поездки куда-то в красивое место. Может быть, просто в парк сходить погулять, поехать в другой конец города. Или на какую-то экскурсию записаться, побыть в каких-то архитектурных достопримечательностях. Немножечко вот прям побыть в каком-то красивом месте вам захочется. Поэтому планируйте такие поездки, такие походы вам пойдут только на пользу. 3-й дом — это еще транспорт, все, что с ним связано. Вы можете договориться на темы, связанные с ремонтом машины, к примеру, или, наконец-то, сдадите машину на техническое обслуживание, вполне возможно. Улучшаются отношения с близкими, когда Луна в весах, поэтому 3-й дом отвечает за брата или за сестру, поэтому вы можете выйти на новый уровень общения, или простить какие-то ошибки, или о чем-то договориться, и эта договоренность будет в силе с братом или сестрой. И еще ждите какие-то документы, они должны прийти в эти 3 дня, если вы что-то оформляли или ждете действительно какие-то бумаги. Или потребуется от вас какое-то решение, какая-то подпись в течение этих 3 дней, и вы будете сомневаться, нужно мне это или нет, потому что решительность, когда Луна в весах, слабеет. Дайте себе побольше времени, дорогие мои.
Девы, все эти 3 дня тема будет касаться денег. Второй дом очень сильный у вас в эти несколько дней, поэтому вы либо захотите что-то красивое купить в течение этих 3 дней, что-то такое прекрасное, или в интерьер, или для себя, или для кого-то. Может быть, это будет какой-то подарок кому-то, вашему партнеру, вашим детям, вашим родственникам. Вот захотите что-то красивое купить. Потому что Луна в весах — это всегда красота, это всегда эстетика. И второй дом от финансы. Возможно, будут траты какие-то, будьте поаккуратней. И с другой стороны, вы можете хорошо подзаработать или заработать в этот период. Появится какой-то шанс выйти на другой уровень заработка, или кто-то вам долги отдаст, вполне возможно. Но в любом случае вы будете как-то озабочены вот темой, связанной с финансами 15, 16 и 17 числа. Может быть, вы будете занимать у кого-то деньги, потому что Луна в весах — это общение, договоренности. Может быть, вы будете тратить деньги на поездку какую-то, или в театр, поход в театр, или в кино, или тратить деньги на творческие какие-то проекты, тоже вполне возможно. Так проиграется Луна. Если вы свободный представитель знака зодиака Дева, то вас потянет на какие-то свидания. Может быть, вы будете тратиться на свидание. Ну, может быть, нужно купить новое платье, чтобы пойти и встретиться со своим принцем, суженым, ряженым. То есть тоже траты. Ну и также второй дом отвечает за таланты, за способности. Хорошее время для того, чтобы вкладывать в свои таланты. А деньги вкладывайте в то, что вы умеете. Лучше всего получается у вас, чтобы прокачивать свои знания и свои умения. Это идеально для этого время. Желаю удачи вам, дорогие мои. Весы. Луна в вашем знаке зодиака. Поэтому все эти 3 дня, 15, 16 и 17 февраля, вы потратите, скорее всего, на себя. Захочется что-то в себе изменить. Внешне и в том числе ментально. Может быть, вы будете отказываться от вредных привычек. Или скажете: все, больше так не хочу выглядеть, иду в спортзал. Перестаю есть после 6. Режим питания, режим сна буду как-то восстанавливать. Или внешне будете себя менять, то есть стричься, перекрашиваться, делать татуировки, пирсинги, покупать какие-то драгоценности для себя или одежду какую-то новую для себя. Вот этот период идеально для этого подходит, чтобы немножечко обратить внимание на себя. Это иногда полезно, дорогие мои. Стремление к контактам, развлечениям, поэтому вы будете готовы к каким-то походам, к каким-то поездкам с друзьями, со знакомыми, с коллегами куда-то. Для вас это будет важно, потребность какая-то, может быть, сформулируется у вас такая, что вот мне нужно куда-то поехать и немножечко провести активный образ жизни. Хорошее настроение вас может посетить в эти 3 дня, замечательно. Обостренное чувство к красоте. Вашими советами могут кто-то воспользоваться. В основном на теме, связанной с красотой, с эстетикой, с дизайном, со стилем. Может быть, вы будете советовать подруге, что одеть на свидание, тоже вполне возможно. Но новые контакты, которые вы будете заводить в эти 3 дня, они будут ненадежны. То есть это будут вот какие-то контакты на время, ненадолго. Будьте, пожалуйста, повнимательнее, дорогие мои. Скорпионы. 12-й дом гороскопа будет очень активный с 15 по 17 число. 12-й дом отвечает за уединение, за изоляцию. Поэтому это хорошее время для того, чтобы, к примеру, если у вас есть такой запрос, лечь в больницу, в клинику на обследование. Либо посетить кого-то в больнице. Или в местах лишения свободы. Или самому отправиться в какой-то ретрит, в какую-то гостиницу, на дачу, там, где мало людей. Вам захочется немножечко побыть наедине с собой, немного перезагрузить мозги, можно так выразиться. У вас это может получиться, если вы уделите этому внимание. Еще 12-й дом символизирует у нас избавление от чего-то, от чего-то ненужного. Хорошее время для уборки, для того, чтобы выкидывать старые вещи, старую мебель, утилизировать старую технику, или отказываться от общения с людьми, которые тянут из вас энергию, тоже вполне возможно. Еще 12-й дом символизирует у нас тайны, секреты. Будьте аккуратнее, чтобы не разболтать что-то, потому что Луна в весах — это активность в сфере, связанной с общением. Можете кому-то что-то рассказать, а потом пожалеть об этом, будьте повнимательнее. Ну и, конечно, 12-й дом — это дом психологии, нашего внутреннего мира, наших фантазий, наших иллюзий. Поэтому тоже здесь, возможно, вы будете хотите одного, а по факту будет получаться другое. Или вы будете очень сильно думать о своем статусе, или о том, куда бы мне отправиться, куда бы мне поехать, только чтобы вот немножечко прийти в порядок. Может быть, у вас будут такие мысли, и идеи могут прийти не сразу, скорпионы. Но также хорошее время для примирения, чтобы прощать людей, давать им второй шанс.
Так что здесь желаю вам удачи, дорогие мои. Стрельцы, 11-й дом гороскопа будет очень активный, а это друзья. Поэтому 15, 16 и 17 числа смело можете выходить на связь, на контакты с друзьями, с коллегами, с единомышленниками. Луна в весах — это контактность, поэтому вам будет легче с кем-то договориться о встрече, кому-то приехать в гости. 11-й дом — это гостеприимство. Привезти тортик, чайку попить, что-то обсудить. Либо, наоборот, к себе пригласить друзей. Вы восстановите себе энергетические ресурсы, какие-то получите, если будете делиться мнением и какими-то точками зрения с вашими друзьями, с единомышленниками. Для вас это пойдет только на пользу. Поэтому не сидите в 4 стенах в течение этих 3 дней одни или с семьей. Друзья вам помогут. Еще. 11-й дом отвечает у нас за общественную деятельность. Это хорошее время, чтобы заниматься волонтерскими какими-то движениями, помогать кому-то. К вам могут обратиться за помощью, поэтому вы можете кому-то помочь. Или простить кого-то. Если вдруг у вас есть сейчас какая-то ситуация в жизни с друзьями, которые вас обидели, вы можете простить. В эти 3 дня вы можете отпустить обиду. Это будет намного легче сделать. Улучшаются отношения с близкими в этот период, поэтому тоже можете встретиться с родственниками, погулять, куда-то сходить. И 11-й дом еще символизирует у нас будущее. Хорошее время для планирования, хорошее время для того, чтобы расставить все точки над «и» в своей голове и понять, куда я двигаюсь, чего я хочу. И хорошее время для интернета, потому что 11-й дом — это еще онлайн, все, что с этим связано. Может быть, вы будете созваниваться с друзьями через видеосвязь или переписываться с ними очень много будете в эти 3 дня. Так тоже может проиграться Луна, дорогие мои. Козероги, все 3 дня фокус будет на работе, на профессии, возможно. Вы будете переживать на эту тему. Или стабильности захочется, или разговоры про работу будут такие обильные просто. И на работе будете говорить о работе, и дома будете говорить о работе. Вот так может захлестнуть вас Луна в весах. Потому что, когда Луна в этом знаке, это разговор, это общение, и тема может касаться работы, вашего призвания, вашей профессии, каких-то рабочих неурядиц, каких-то конфликтов. Вот вы захотите это все кому-то рассказать. В основном вы можете поделиться информацией про работу или переживания со своими близкими, в особенности с родственниками мужского пола. Это ваш отец, ваш отчим, брат, дядя, дедушка. Вот, может быть, с ним вы захотите поделиться переживаниями. Еще это хорошее время для того, чтобы договариваться о встрече с руководством, что-то о чем-то говорить, какие-то просьбы, к примеру, допустим, вы хотите у руководства просить отгул или отпуск, то вот эти дни, вот эти 3 дня вы можете договориться с руководством. Если вы сами руководители, то новые сотрудники, которые к вам придут, они могут быть ненадежны, будьте поаккуратнее. Еще 10-й дом символизирует у нас стратегию, поэтому это хороший период для того, чтобы расписать свои шаги. Если для вас важна карьерный рост, то эти 3 дня вот прям распишите, сколько вы потратите время на эту должность. Потом, что вам нужно сделать, чтобы повыситься, повышение добиться. Тоже время для этого подходит. Ну и сертификаты, лицензии, дипломы, какие-то официальные бумаги могут потребоваться, или вы захотите какие-то официальные бумаги восстановить, или обратиться в государственные структуры за какими-то справками, документами. Возможно, это понадобится вам. Желаю удачи, дорогие мои. Водолеи, 9-й дом гороскопа будет очень активно. Это поездки, это путешествия. Это хорошее время для того, вот эти 3 дня, чтобы планировать какое-то путешествие за границу, чтобы планировать переезды, эмиграцию в том числе, чтобы покупать какие-то туристические путевки или бронировать какие-то отели. Хорошее для этого время. И еще Водолеи. 9-й дом символизирует обучение всему новому. Это может быть и высшее образование, поэтому вы можете заручиться поддержкой кого-то или взять какую-то консультацию касательно определенных курсов или какого-то института. То есть созвониться, спросить, как проходит обучение, какие модули есть, чему вы можете обучиться и тому подобное. Еще 9-й дом гороскопа символизирует у нас человека мудрого в нашей жизни, человека, который прожил много или знает о чем-то много, поэтому за советами лучше обращаться в эти 3 дня к человеку авторитетному в вашей жизни, к человеку, который что-то о чем-то уже знает, что-то уже проходил, у которого есть уже опыт жизненный в том числе.
Вот советы, только таких людей нужно будет слушать в течение этих 3 дней. Еще это хороший период для того, чтобы заниматься репетиторством, для того, чтобы учить кого-то. Может быть, стажер придет к вам на работу, и нужно будет его обучать, вводить в курс дела. Вы сможете это сделать. Либо хороший еще период для того, чтобы посещать театры, кинотеатры, выставки, галереи. Вы словно можете себя как-то вдохновить, что ли, на какие-то творческие процессы, какие-то творческие проекты. Вот вам нужно будет посетить что-то красивое, вот уделить этому внимание, дорогие водолеи, и в течение 3 дней вот что-то прекрасное посетите. Может быть, это просто, не знаю, прогулка по лесу, но это вас вот немножечко успокоит и даст вам вот эту энергию, которая вам очень нужна и которая потребуется. Поэтому только вперед из песни, дорогие мои. Рыбки, все эти 3 дня фокус будет на каких-то финансовых делах. Это могут быть кредиты, это могут быть ипотеки, суды, займы. Вы можете решить эти вопросы, которые вас сейчас беспокоят, вот именно в этой сфере, с кем-то о чем-то договориться. Либо дать в долг людям, либо наоборот людям вам вернуть долги. И так может проиграться энергетика. Еще 8 дом — это выплаты. Выплаты со стороны государства, со стороны учебного заведения, то есть это стипендии, или это пенсия, пенсионный фонд, или налоги, налоговая. Может быть, вы будете налоговый вычет оформлять, захотите. Вот можете договориться об этом с государственной инстанцией, то есть поехать, взять какую-то консультацию с кем-то, встретиться, какие-то документы оформить. Или это может проиграться как элементы, могут прийти в этот период элементы, или вы будете поднимать эту тему. И в редких случаях, конечно, 8 дом — это наследство. Вы можете на эту тему говорить либо с родственниками, либо с кем-то еще. То есть тема наследства может подняться. 8 дом гороскопа — это дом интима, дом сексуальный, поэтому, возможно, у вас появится желание с кем-то встретиться. Если вы свободный представитель знака зодиака Рыбы, Луна в весах повышает интерес к противоположному полу. А 8 дом — это, как я уже сказал, дом интима. Вот какие-то встречи, какая-то романтика, может даже вам захочется почувствовать, не знаю, ухаживание, или вы скажете кому-то комплимент, и у вас появится какой-то роман, может даже служебный. Будьте, пожалуйста, повнимательнее, дорогие мои. Хорошее время для того, чтобы идти на примирение со своим партнером, если вы поругались, или на примирение с людьми, если ссора была основана на теме финансов. Вот вы можете простить или сказать: все будет хорошо, совсем справимся. Улучшаются отношения с близкими, поэтому это тоже хороший период для того, чтобы поехать к родственникам, о чем-то с ними поболтать, о чем-то договориться. Просто побыть в кругу семьи будет не лишним, дорогие рыбки. Желаю вам удачи. Дорогие зрители, большое спасибо вам за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Я теперь есть и на Ютубе, и на Рутюбе. Ссылка под этим видео, обязательно подписывайтесь. Ну и, конечно, ставьте лайк и пишите комментарии. В свою очередь добавлю, что эти несколько дней будут легкими на подъем, легкими в общении. Вы сможете о чем-то с кем-то договориться, выйти на какой-то компромисс, на какую-то дипломатию. Вы можете заявить о себе в эти несколько дней, простить кого-то или дать второй шанс человеку, который совершил ошибку, в том числе и самому себе. Ну и, конечно, желаю всем крепкого здоровья. Увидимся совсем скоро. До свидания.